Друзья, приветствую вас! Вечерний обзор. Вот прислали мне очень интересную такую ссылочку по поводу шокирующих предсказаний на 2021 год от Сакса Банка. Каждый год делаются такие предсказания. Соответственно, хотел с вами их обсудить и высказать свою точку зрения. Там на самом деле их чуть побольше. Я вот возьму ключевые, которые, что называется, притягивают глаз. Первое предсказание, оно наиболее щепетильное. Эффективная вакцина от коронавируса приведет к всплеску инфляции и обвалу фондовых рынков, так как центробанки напечатали много денег. Здесь, на самом деле, это один из сценариев. Я думаю, обвал в наступающем новом году мы увидим. Вопрос только, что послужит инициацией этого обвала. Вполне, я думаю, может быть и реализация сценария номер один. Потому что, с моей точки зрения, как я уже неоднократно указывал, кризис начался из-за того, что есть нестыковки в экономике мировой. Эти нестыковки, они пока не выровнялись. Часть выровнялась, и определенная работа проделана, но до конца проблема не решена. Соответственно, для того, чтобы началось устойчивый рост и возрождение, необходимо, чтобы были доломаны те остатки, скажем так, старых принципов, старой экономики, которые должны уйти. Поскольку накопилось очень много нестыковок, то этот процесс протекает таким, достаточно для современного человека болезненным образом. Конечно, если брать 20 век, то этот кризис это детский лепет. По крайней мере, пока я не знаю, что будет дальше. Но все-таки я надеюсь, что человечество, оно его преодолеет без, скажем так, таких последствий, которые были в 30-е и 40-е годы 20 века и привели ко Второй мировой войне. Для этого есть все основания, есть определенное развитие социума мирового, есть определенное развитие культурное, есть прививка, которая была сделана в виде Второй мировой войны, и которая, я надеюсь, на генетическом уровне у большинства людей сохранилась. Поэтому, я думаю, первое предсказание Сакса Банка, оно вполне может реализоваться, но оно может реализоваться немножко в другой форме. То есть там возможны различные варианты. Может быть, эффективная вакцина приведет к восстановлению и росту экономики, но потом окажется, что, допустим, заработавшие логистические цепочки привели очень быстро к кризису перепроизводства или еще что-то. Тут возможны варианты, но суть и ход мысли, я считаю, у экспертов Сакса Банка по этому вопросу верный. Так, далее. Новая цифровая валюта Китая способствует технологическому сдвигу потоков капитала, и что все инвесторы, все спекулянты побегут в Китай и круглосуточно будут рубиться на фондовых и финансовых площадках Китая. Это приведет к очень значительному росту. Я думаю, что это вполне может реализоваться, по крайней мере, это достаточно высоковероятный сценарий, потому что я тоже на этот счет думал, и у меня сложилось такое впечатление, что действия Китая в отношении цифровой валюты, то есть именно Китая, страны, где все зарегулировано и комар не пролетит без соответствующей фиксации, то есть там наиболее вероятно, что эта цифровая валюта, она делается не для того, чтобы еще больше контролировать население. Она делается для того, чтобы упростить приток капитала. И я думаю, что вот касательно цифровой валюты, то, что делает Китай, но именно цифровая валюта, это не крипто там какая-то валюта. То есть я думаю, здесь как раз эта процедура, она и заключается в том, чтобы перенаправить мировые потоки капитала с Запада в Китай, чтобы он стал привлекательный, все туда шли, торговались, рубились на китайских площадках, и китайская экономика надувала бы пузырь похлеще американскому, так чтобы американцы обзавидовались в этом вопросе. Так, там еще был пункт, я его здесь не указал, о том, что произойдет восстановление экономик развивающихся стран, развивающихся рынков за счет того, что SpaceX создаст сеть, мировую паутину, там технология сходная с Wi-Fi, или, по-моему, Wi-Fi, она будет позволять любой точке Земли получать доступ. Наверное, это произойдет, но я думаю, это будет не в 2021 году, чуть попозже. И, собственно говоря, как раз развивающиеся страны, они, одна из причин, почему они остаются развивающимися, не становятся развитыми, это именно из-за ограничений к доступу информации,
которые возникают в силу либо труднодоступности, либо к ограничению вообще качества информации, который позволяет этим странам оставаться развивающимися. Но я думаю, будет масса противодействий и препон для того, чтобы сделать общедоступный мировой интернет, потому что тогда, скажем так, все люди получат равные возможности, а когда люди получают равные возможности, то, соответственно, ну, сокращается потребность в тех людях, которые контролируют тех людей, которые получили равные возможности. Поэтому, я думаю, в 2021 году мы всемирный интернет, который появится благодаря SpaceX, я думаю, все-таки не увидим, но очень бы хотелось, чтобы это возникло, и действительно каждый человек на планете получил доступ, неограниченный доступ к интернету. Так, далее, третий пункт. Благодаря вот третий пункт и четвертый, они являются взаимоисключающими. Почему? Потому что в четвертом пункте говорят, что серебро окажется на пике популярности и достигнет $50 за унцию, как это было в 2011 году, и до этого было, по-моему, в 80-м году, когда братья Хант учинили серебряный корнер. Вот. Но серебро – это ключевой элемент в электронике и при производстве солнечных батарей. А третий пункт, который предсказывают эксперты на 2021 год, эксперты Сакса Банка, в нем утверждается, что в 2021 году коммерчески доступна станет термоядерная энергия. Это приведет к тому, что произойдет прорыв в развитии человечества, с одной стороны. С другой стороны, все так называемые зеленые компании, они обанкротятся, потому что никому зеленые технологии будут не нужны. Термояд – это неограниченный доступ к энергии, и поэтому, соответственно, все производители аккумуляторов, солнечных батарей, но в первую очередь солнечных батарей, аккумуляторы все-таки будут нужны для того, чтобы энергию как-то транспортировать и хранить. Они поэтому окажутся в очень невыгодной ситуации, и солнечные батареи будут никому не нужны. Поскольку серебро, спрос на серебро будет обусловлен спросом на зеленую экономику и на солнечные батареи, то, соответственно, третий и четвертый пункт, они друг друга исключают. Поэтому вы определитесь либо так, либо так. Как бы если термояд получает развитие, тогда серебро не может стоить дорого, потому что в этой ситуации, по крайней мере в части спроса из-за зеленой энергетики, то на серебро спрос не увеличится. Вот. Но серебро, оно еще имеет в себе и монетарную функцию. Она, конечно, более слабая, чем у золота, но тем не менее она вполне выражена, и серебро также может использоваться как средство сохранения денежных средств, как средство платежа. Вот. Поэтому я думаю, что третий пункт, то, что касается термояда, мы в 2021 году не увидим. И не увидим мы его не только в 2021 году, мы его не увидим очень долго. Возможно, мы его не увидим до конца нашей жизни. Почему это так? Вот смотрите, да, само по себе создание термоядерной реакции, точнее даже ее не создание, с помощью лазера ее можно инициировать. Это задача сложная, но решаемая. Проблема в удержании, то есть как вот эту плазму, которая имеет миллионы градусов, ее удержать. Это очень сложная задача, которая до сих пор не решена. Но есть еще более сложная преграда в том, чтобы был разработан термояд и внедрен. Дело в том, что все развивается поступательно. Сначала делаются инвестиции в одну технологию, потом в другую технологию. И поэтому те вложения, которые сделаны в зеленую энергетику, они должны какое-то время проработать и, соответственно, произвести отдачу капитала. Если сейчас бросить все усилия на разработку термояда, то, соответственно, все, что связано с вложениями в зеленую технологию, зеленые технологии, оно приведет к банкротству и разрушению экономики мировой, особенно западных и развитых стран. Вот, поэтому термоядерная энергия – это вопрос будущего, но я думаю, в ближайшее будущее ее не будут развивать по двум причинам. Первая причина заключается в том, что это невыгодно. И вторая причина, что для того, чтобы ее развить, нужно сосредоточить достаточное количество ресурсов людских, научных, финансовых. Вот. И этого никто делать не будет, потому что это, получается, надо произвести значительные капиталовложения в ущерб тем вложениям, которые сделаны. Вот. Поэтому я думаю, третий
вопрос однозначно, мы не получим его реализацию в 2021 году, и в ближайшие 5-10 лет, я думаю, точно железно этого не будет. Ну, если будет, то я буду рад тому, что я в этом ошибся, потому что это как раз та ошибка, ошибаясь в которой результат весьма и весьма положительный. Итак, друзья, резюмирую свое видение в части предсказаний Сакса Банка на 2021 год. Касательно мирового интернета, который поднимет экономики развивающихся стран, я думаю, этого не будет, этого не допустят. По крайней мере, в 2021 году, я думаю, здесь этого не допустят. И вообще, как бы, на планете Земля. Поэтому, я думаю, мирового интернета, при всей благости этой затеи, мы его в 2021 году общедоступного не увидим. При этом, я думаю, первый пункт, скорее всего, именно и будет реализован либо в таком, либо немного в другом виде. Но в любом случае мы увидим второе дно. Я думаю, вероятность очень высока. Далее, новая цифровая валюта Китая. Я думаю, этот вопрос будет форсированно решен. И основная цель создания цифровой валюты Китая — это именно привлечение всех мировых денег в Китай, на китайские площадки. То есть, чтобы перетянуть одеяло из Соединенных Штатов и Европы. Тот процесс, который сейчас идет в США, когда китайские компании вытесняют с американских площадок, на самом деле это вот одна из ступенек по формированию цифровой валюты Китая и упрощению доступа инвесторов из всех стран в Китай. Так, ну и термоядерный синтез это нет однозначно, так же как и мировой интернет, потому что все эти прорывные технологии, они произведут настолько тектонические сдвиги, что эти тектонические сдвиги, они определенным группам лиц совершенно не нужны. Вот, ну и серебро, полтинник, я думаю, это вполне реализуемо. Вполне возможно, что в 2021 году мы увидим по серебру 50. Я думаю, это вполне реалистично. Но это не значит, что оно так и будет. Все, друзья, спасибо за внимание.